Я познакомилась с Кириллом в Ивановском энергоинституте, мы учились в одной группе. Между нами возникли теплые чувства. Вскоре мы не представляли своей жизни друг без друга. После окончания вуза сыграли свадьбу, жить стали в квартире, купленной моими родителями несколько лет назад. Они уже давно работали на севере. Жили с Кириллом дружно, без ругани и выяснения отношений. Очень хотели ребенка. Но забеременела я только через 3 года после свадьбы, так что наш малыш был долгожданный. Узнав пол ребенка, которого я носила под сердцем, мы придумали для него имя Василий. Когда мне показали мальчика, которого я родила, я не поверила своим глазам, он был темнокожим и курчавым. Как так? Я голубоглазая блондинка, а у мужа серые глаза и русые волосы. Я уточнила у врачей, принимавших роды, мой ли это ребенок. Да, ваш. Ошибки быть не может, заверили меня медики. При выписке из роддома Кирилл, посмотрев на сына, тут же перевел удивленный взгляд на меня. Я тоже хотела бы знать ответ на главный вопрос, но у меня этого ответа не было. Мама Кирилла, Ирина Федоровна, отреагировала на появление необычного внука особенно бурно. Она возмущалась, хваталась за голову, спрашивала, как же она будет смотреть в глаза друзьям и знакомым. Васенька рос крепким и здоровым мальчиком. Кирилл сначала помогал мне с малышом, гулял с ним, но потом я почувствовала, что он отдаляется. Он стал замкнутым, домой приходил поздно, а потом и вовсе переехал к родителям. Я поняла, что свекровь убедила Кирилла в том, что Вася не его ребенок. Мне было очень тяжело, и физически, и морально, но что делать? Муж раз в месяц приносил деньги на сына. Зато маленький Вася меня радовал, он рано пошел и заговорил, у него оказался прекрасный голос, с 3 лет он начал заниматься музыкой. Когда сыну исполнилось 4 года, мне позвонил Кирилл и сказал, что у него ко мне серьезный разговор. Теперь я точно знаю, что Вася – мой родной сын, и ты ни в чем не виновата. Если ты меня не простишь, я пойму, но сначала мне надо тебе все рассказать. Действительно, Ирина Федоровна активно убеждала сына в моей неверности, в итоге ей это удалось. Долгое время Кирилл не мог успокоиться, он чувствовал, что здесь что-то не то. Однажды им на домашний телефон позвонила женщина, трубку снял Кирилл, он был дома один. Дело было летом, и родители жили на даче. Разговорчивая дама представилась Анной Ивановной, однокурсницей Ирины Федоровны. Слово за слово, и она пригласила Кирилла в гости, мол, хоть познакомлюсь с сыном подруги. Он согласился и в назначенный день с тортом явился к Анне Ивановне. Та стала показывать студенческие фото, и Кирилл поймал себя на мысли, что у них дома почему-то нет ни одной фотографии той поры. На нескольких снимках его мама стояла рядом с темнокожим парнем. «Это Дженга», — пояснила Анна Ивановна. «Он приехал учиться из Нигерии. На 5 курсе они с Ириной были не разлей вода, везде и всюду вместе. После вручения дипломов Дженга уехал на родину, а твоя мама вскоре вышла замуж. С тех пор Ирина не поддерживала со мной отношения, хотя мы несколько лет дружили. Не знаю, в чем причина». По словам Кирилла, тут-то он все понял. Тут же поехал к родителям на дачу и заставил мать рассказать правду. Действительно, на 5 курсе между ней и Дженга вспыхнул роман, продолжавшийся несколько месяцев. Парень позвал ее к себе на родину, хотел жениться на ней, но Ирина отказалась. Дженга уехал в Нигерию, а Ирина поняла, что ждет ребенка. Тогда она вспомнила о влюбленном в нее со школы Саше, и в итоге вскоре они сыграли свадьбу. Она очень боялась, что на свет появится темнокожий младенец, но ей повезло, мальчик родился совершенно обычный. Эта история стала забываться, но когда у Кирилла родился темненький малыш, Ирина Федоровна изо всех сил стала убеждать сына в неверности его жены. В общем, закончилось все тем, что муж Ирины Федоровны ушел от нее, а Кирилл больше ее знать не хочет. Я простила мужа, Вася обрел отца. Сейчас нашему сыну уже 24 года, он профессионально занимается пением, живет в Москве. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.